Какие вопросы можно чаще всего найти у меня в комментариях? Как скачать программу? Как исправить ошибку? Дориан, Неважно, что они писали. В общем, довольно часто появляется вопрос: какой шрифт? Какие шрифты ты используешь? Раньше ты использовал другие шрифты, теперь ты их поменял. Поэтому в этом видосе вы узнаете все шрифты, которые я юзаю. И более того, сверху я вам скину еще именно 2000 шрифтов. Я думаю, вам их хватит навсегда. Так что бонусом к шрифтам, которые юзаю я, будет еще 2К разных шрифтов. Погнали! Спонсора у этого видоса нет, поскольку он довольно-таки простой, да и вообще, в принципе, спонсоры не нуждаются. Но вместо этого я порекомендую свой стрим. Прямо сегодня, после того, как выйдет это видео, у меня будет стрим на моем канале. Ссылочка на этот стрим будет в описании. Заходите туда, стрим будет в 18:00 по МСК. Надеюсь, там будет довольно интересно, будем там оценивать каналы и так далее и тому подобное. Да и вообще у меня, в принципе, довольно часто стримы, на них приходите. Я вам сегодня расскажу все шрифты, которые я юзаю, повторюсь еще раз. Они подойдут для фотошопа, да и в принципе для любых работ. Главное, чтобы у вас были более-менее прямые руки и вы могли с ними работать. Кстати говоря, ссылочки на все шрифты будут в описании. Со всеми названиями и так далее и тому подобное. В описании, окей. Начнем с самого простого, это V. Holly Mackerel. Он довольно простой, квадратный такой более-менее шрифт, угловатый, не мега красивый, но мне он лично нравится. Он подходит для того, чтобы делать превьюшечки и в принципе выглядит довольно приятно. Он идеально подходит для создания превьюшек, потому что он, скажем так, очень сильно сплюснутый, занимает мало места, именно поэтому смотрится довольно прикольно. Следующий шрифт будет Wag World. Очень мною любимый шрифт, он круглый, приятный, такой толстенький, большой, прям идеальный шрифт, выглядит очень приятно, тоже его довольно часто юзал. Обычно я его юзаю во вставочках, типа вот таких вот. Да. В таких вставочках у меня юзаются обычно либо Wag World, либо Impact, либо Молот. Вот такой вот наборчик обычно в таких вставочках у меня юзается. Но обычно юзается Wag World, потому что он очень красиво смотрится для вставочек и в принципе очень крутой. Далее Tagir STT. Юзаю ее довольно редко, но просто потому что он, скажем так, не мега крутой. Я его юзаю обычно для каких-то артов, подрисовать что-нибудь именно с помощью этого шрифта, там будет надпись, добавить что-нибудь еще. Да и в принципе все. Шрифт не особо крутой, для превьюшек тоже подойдет. Да и в принципе все подойдет для превьюшек здесь точно. Далее шрифт называется Свобода. Не знаю, к чему эта отсылочка, может, я не шарю, но шрифт очень-очень-очень квадратненький. И, возможно, это какая-то отсылочка, не знаю, к какому-то национальному нашему шрифту, а я просто не шарю, потому что название шрифта «Свобода» — это довольно странно, но выглядит довольно, опять же, хорошо и приятно, подойдет для много чего. Далее, очень крутой и футуристичный шрифт — это шрифт слот кириллик. То есть он одновременно и кириллический, если что, это наш алфавит русский, А, Б, В, Г, Д и так далее. И одновременно позволяет писать и английскими буквами тоже. Короче, шрифт очень крутой, выглядит очень футуристично, приятный. Прямо я бы сказал, он, наверное, самый красивый из всех шрифтов, в принципе, которые у меня сейчас установлены. Просто из-за своего стиля такого прикольного. Далее, Pantone Extra Black. Очень люблю такие шрифты типа Пантона и Молота. Они, как видите, довольно большие и объемные сами по себе. Но во многих ситуациях они спасают какие-то моменты, потому что тебе нужно, чтобы четко был виден текст. Если нужно, чтобы текст выглядел именно четко, мой тебе совет. Юзай либо Pantone Extra Black, либо Молот. Они очень такие толстенькие, приятненькие, и с помощью них можно четко показать, какую инфу нужно донести. Далее Obelix Pro, ну думаю, все его знаете, он часто юзается майнкрафтерами и часто юзается многими другими ютуберами, поэтому Obelix Pro, в принципе, думаю, у всех у вас уже установлен. Далее Brody. Это шрифт такой более-менее рукописный, как будто все это что-то типа пером выводили. Выглядит довольно странновато, но опять же, если уменьшить расстояние между букв, это сделать довольно-таки просто и в Photoshop и так далее, будет выглядеть как будто это такое письмено, знаете, с плавным переходом, и красиво довольно-таки будет смотреться. Но нас это не интересует. Возможно, кому-то пригодится, но не мне. Я юзаю его довольно редко. Далее идет шрифт Minecraft. Да, это просто 8-битный шрифт типа Майнкрафт. Подойдет опять же для майнкрафтеров или просто для тех, кому нужен какой-то 8-битный текст. Типа у меня было пару моментов, когда надо было юзать 8-битный текст. Далее идет очень стандартный шрифт, а именно Impact. Он что-то среднее между American Captain Kyrillic, который вы видите дальше, и Молотом. Молот довольно-таки толстый шрифт, как я вам показывал, а Америка очень строгий. Это такая смесь. И выглядит тоже довольно-таки хорошо для вставочек типа вот этой, опять же, в самый раз. Далее шрифт Гагалин. Выглядит очень круто, на мой взгляд, потому что, опять же, подтертости, приятные шероховатости.
Очень атмосферно выглядит этот шрифт, как будто он покосанный, как будто он прямо из какой-нибудь зоны отчуждения Чернобыля или еще откуда-то из какого-нибудь опасного места прибыл. Выглядит круто и в принципе для превьюшек подойдет прям идеально, особенно если вы играете в какие-нибудь игры типа, не знаю, там Сталкер, Метро и так далее и тому подобное. В общем, всякие выживалочки, да и в принципе подойдет для всяких руферов, паркурщиков и так далее и тому подобное, потому что шрифт выглядит очень стильно. Далее, докер. Шрифт просто крутой, на мой взгляд, из-за того, что он создает эффект такого 3D. Да, из-за того, что у меня стиль на тексте такой желтый наложен, выглядит это не мега круто, но опять же, шрифт выглядит прикольно, потому что он создает эффект такой полу 3D-шности, что ли. И в некоторых моментах выглядит опять же очень трушно, очень круто. Все зависит от вашей обработки и от ваших возможностей. Monotype Cursiva. Довольно простая штука, тут даже нечего говорить. Просто более-менее обычный русскоязычный шрифт. Вы понимаете, бывают такие ситуации, когда просто нужен хороший шрифт, который поддерживает кириллицу, а найти его хрен найдешь. Этот прям подойдет идеально. Далее идет Comic Sans, но это довольно опять же стандартный заезженный шрифт, показывать я его особо не буду. И далее идет самая сладенькая, самая шоколадочка, я бы так сказал. Называется он Chocolate Cure Lat, то есть кириллица латиница, Chocolate, называется этот шрифт. Именно этот шрифт я юзаю на этой пикче. И именно этот шрифт я юзал на всех своих превьюшках до этого. Выглядит он бомбезно, на мой взгляд, выглядит просто круто. Из-за того, что у него такие осколочки прорезаны, еще и стильно. При этом он еще и по краям загнут, из-за этого он выглядит очень дружелюбно и приятно любому человеку, который его увидит. Короче, этот шрифт сочетает в себе все, что только можно, и при этом выглядит довольно круто и офигенно. Я лично только его и юзал в последнее время. Поэтому мой вам рекомендейшн, именно этот шрифт поможет вам сделать ваши работы куда красивее. Далее шрифт Calibri. Вы не подумайте, это не просто самый стандартный шрифт, он мне очень помогал в ситуациях, когда надо сделать очень серьезную работу. Например, вам заказчик говорит, без выебонов, без крутых шрифтов, без чего-то мега крутого, просто простая хорошая 2D шапочка. Тогда этот шрифт идеально подходит для вас, потому что он именно такой строгий и приятный для глаза, из-за того, что он такой немножко закругленный, что ли. Далее, заезженный шрифт из-за Marmok, называется он Bips. Раньше Marmok юзал шрифт Bips на своих превьюшках, вот типа пример. На них он юзал этот шрифт, выглядит он довольно круто. Но опять же, главный плюс и минус этого шрифта, его нужно уметь обрабатывать. Без обработки он выглядит довольно тускло. Marmok это делать умел, именно поэтому этот шрифт стал очень популярным, потому что именно Marmok умел его обработать. Далее именно Bebas Neue, или Neue, неважно. Опять же, очень строгий текст, но, на мой взгляд, это вот идеал строгости. Вот все, что строже, это уже пиздец перебор. Это прям идеал строгости. Я его также юзаю довольно-таки часто во вставочках, в интрошечках и так далее и тому подобное. То есть у меня вот есть вот парочку шрифтов, которые я юзаю во вставочках. Это Wagworld, Chocolate, Bebas и еще парочку разных шрифтов. Только их я и юзаю. Этот один из них, и выглядит он довольно-таки круто, опять же, многим может помочь. Далее идет Alterna SV. Очень такой, скажем так, как будто бы переполненный энергией, что ли, шрифт, не пойму даже, как вам это объяснить. Видите, он весь такой пухлый, весь такой выпирающий, как будто он такой пухленький, такой добренький, приятненький шрифтик. Но опять же, главное это уметь его обрабатывать. Если вы не умеете с ним работать, он будет выглядеть в ваших руках довольно тускло. Я также довольно часто его раньше юзал, он был моим фаворитом, но все со временем меняется, как вы сами понимаете. Далее American Captain Cyrillic. Ну, это довольно стандартный шрифт, опять же, говорить о нем особо не буду. Его юзают очень и очень и очень многие люди, в том числе и я. Выглядит он довольно круто, опять же, немножко строго отчасти. Из-за того, что он такой ужатый, сжатенький весь, из-за этого он помещается очень хорошо на превьюшке. И можно его хорошо расставлять. Слева, например, текст, справа какой-то персонаж, или наоборот, справа текст, слева персонаж. Из-за этого будет смотреться идеально, потому что шрифт очень сжатый и позволяет написать очень много текста на превью, чтобы он был при этом хорошо читабельный и выглядел круто. Все шрифты будут по ссылочке в описании в папочке «Элитные шрифты». А бонус в виде 2000 шрифтов вы найдете там же в этой же папочке по ссылочке в описании. Скачав его, вы увидите вот такое вот месиво из шрифтов. И уверен, что после установки всех этих шрифтов вам больше никогда в вашей жизни не придется установить ни один шрифт. Здесь вы найдете вообще все шрифты, которые только можно юзать, чтобы они были прям крутые, прикольные и офигенные. Нажимаете Ctrl и английскую A, потом PKM и установить. И у вас происходит установочка, если у вас вылазит шрифт уже установлен, нажимаете выполнить для всех текущих элементов и нажимаете да. После этого у вас идет установка 2100-400 шрифтов.
Но тем не менее на этом все. Да, я решил просто ответить на вопрос людей, какие шрифты ты используешь, что же ты используешь, какие шрифты, что за шрифт, где шрифт. Я вам рассказал, какие шрифты использую именно в этом году, именно сейчас. И более того, кинул вам шрифтов парочку, ну парочку тысяч, ладно. Заглядывайте ко мне на стрим, опять же он будет 18:00 по МСК, именно сегодня, 13 июля. Там будет довольно интересно, круто и прикольно. Пооцениваю ваши каналы, пооцениваю разные канальчики и думаю, будет довольно весело. И пишите в комментариях слово шрифт, если вы досмотрели видео до самого конца. То есть, если ты меня сейчас слышишь, пиши в комментариях слово шрифт, и именно тогда я пойму, что ты крутой чувак, который смотрит на видео до самого конца. И у тебя появится шанс попасть в топ-комментарий, как было в начале этого видео. И тебя увидят люди в новом моем видосике. Думаю, довольно круто. Поэтому пиши слово шрифт в комментарии к этому видео, ставь лайк и, конечно же, подписывайся на канал, если ты этого еще не сделал. Также глянь еще эти два видосика, они довольно-таки крутые. А я отчаливаю и пойду уже наконец стримить. Пока.